Думаете, боль в суставах и скованность после 50 лет – это неизбежная старость? Вас жестоко обманули. Фитнес-индустрия и врачи продают вам мучительные массажи и таблетки, скрывая правду о мышечных блоках. Сегодня мы раскроем простой секрет балерин, который расщепляет артроз и возвращает молодость бесплатно. Добрый день, меня зовут Евгений Божьев. Продолжаем нашу тему про накопление. И сегодня мы поговорим как раз про накопления мышечные. Что такое мышечные накопления? Дело в том, что мышца состоит из мышечных волокон. У мышцы две функции: напрячься, расслабиться, напрячься, расслабиться. Но чем больше мышца напрягается, чем чаще она это делает, тем больше в ней с течением времени накапливается волокон, которые не расслабляются. Они так и остаются вот в этом самом напряженном состоянии. И сами они не расслабятся никогда по своей воле, если не сделать специально, то есть специально их не расслабить. От того, что мы ляжем и полежим, они не расслабятся. К сожалению, вот так вот бывает. В спорте эти волокна называют забитые. Естественно, что чем больше вот этих волокон, а они же ведь остаются всегда напряженными, они мешают всем остальным и напрячься, и расслабиться. Естественно, они снижают и объем движения мышцы, и одновременно они снижают КПД мышцы. То есть, чем больше вот этих забитых волокон, тем меньше КПД мышцы. Вот. В спорте для расслабления вот этих забитых волокон и увеличения КПД мышцы используется такая вещь, как спортивный массаж. С помощью спортивного массажа раздавливают вот эти забитые волокна, разжимают очень болезненно, очень время и трудозатратно. Но это в спорте используется только вот этот способ. Единственный способ, как можно привести вот эти мышцы опять в работоспособное состояние, убрать вот эти забитые сокращенные волокна, расслабить их. Ваши мышцы – это не просто пружины, это механизм, который со временем забывает, как расслабляться. Обычный отдых на диване не спасет, внутреннее напряжение никуда не исчезнет само по себе. Эти забитые волокна становятся паразитами, крадущими вашу энергию и свободу движений. Они блокируют здоровые ткани, катастрофически снижая реальный коэффициент полезного действия вашего тела. Спортивные массажисты требуют огромные деньги, чтобы буквально раздавливать эти узлы. Это мучительно больно, невероятно долго и требует колоссальных усилий. Фитнес-индустрия продает нам боль как норму, но ваше тело – это не поле боя. Истинное расслабление требует умного биологического хака, а не грубой физической силы. Давайте посмотрим, как один элегантный трюк из балета превосходит тяжелую спортивную медицину. Сделать так, чтобы они снова могли спокойно сокращаться и расслабляться. В балете используется другой способ расслабления вот этих забитых волокон. Способ простой – статическая растяжка. Смысл в чем? Если вы какую-то вот мышцу с этими самыми забитыми волокнами растянете и подержите в растянутом положении 2 минуты, включается рефлекс из головного мозга, который вот эти забитые напряженные волокна расслабляет. Вот. В балете этот момент используется постоянно. Пожалуй, единственное место, в котором эта система используется, это балет. И обратите внимание на такую интересную вещь. Спортсмен, пока занимается спортом, у него все будет хорошо. Мышцы работают. Он ставит результаты, ставит рекорды, добивается чего-то. Но как только он ушел из спорта, все. Несколько лет, в лучшем случае инвалид, а то и вообще помер. Почему? Потому что пока мышца работает, вот эти забитые волокна, они не проявляют себя. Мышца работает. Но как только вы снизите нагрузку на мышцу, сразу вот эти забитые волокна начинают проявляться. Все зажимаются, мышцы зажимаются, КПД резко снижается, ограничивается объем движения в суставах. И все. И вместо человека будет инвалид. Почему? Потому что ограничено вообще все движения. И боль, потому что раздражаются болевые рецепторы при напряжении при этом. И объем движения ограничен. И спортсмены долго не живут. Именно поэтому.
Профессиональный спорт разрушает организм, изнашивая его как дешевый механизм на пределе. Пока атлет тренируется, скрытые мышечные блоки молчат, накапливая разрушительную силу. Но стоит уйти из спорта, как снижение нагрузки мгновенно парализует тело. Возникает дикая боль, объем движений падает, и чемпион превращается в инвалида. А теперь посмотрите на балерин. Они легко танцуют в 70 и доживают до 90 лет. Их секрет – статические растяжки, которые буквально взламывают нервную систему. Удержание позы ровно 2 минуты посылает мозгу экстренный сигнал на сброс спазма. Мозг сам принудительно отключает напряжение, расслабляя волокно изнутри. Никаких синяков и жестких массажей, только время, гравитация и ваши рефлексы. А балерины и работают на сцене до 70, и живут до 90, и ничего. Хотя нагрузка и там сопоставимая, и в балете, и в спорте перегрузка. Не просто нагрузка, а перегрузка. Но вот эти статические растяжки, они настолько хорошо справляются с этой проблемой убирания забитых волокон в мышцах, что с их помощью реально можно поддерживать свои мышцы в полностью работоспособном состоянии. Вот. Соответственно, мы говорили, что старость очень отличается от молодости в первую очередь визуально, чем ограничением объема движений и слабостью, недостатком энергии. И мы говорили, что и то, и другое, это причиной и того, и другого являются забитые мышцы. Это просто-напросто вот эти вот забитые мышцы. Если вы понимаете, что с помощью статических растяжек вы можете эту проблему решить, то вам, по сути дела, потребуется 30, максимум 40 минут в день и 2-3 месяца ежедневной работы для того, чтобы в любом возрасте привести свое тело в порядок. Как это сделать? Каким образом расслабляются конкретные какие-то мышечные группы, мы с вами поговорим в другом видеоролике. Но просто поймите одну простую вещь, что совершенно не обязательно упираться в те варианты, которые я буду показывать. Совершенно не обязательно делать только так и никак иначе. Вы поймите, главное, ваша задача растянуть мышцу или мышечную группу и подержать ее в растянутом положении 2 минуты. Нам врут, что старость – это неизбежная слабость и скрипящие суставы. Возраст не скручивает вас, это делают ваши собственные забитые мышцы. Вы не стареете, вы просто с каждым годом становитесь все более стянутыми. Избавиться от этого панциря можно всего за от 30 до 40 минут ежедневной работы. Забудьте про дорогие хондропротекторы, болезненные уколы и бесконечные походы по врачам. Нужно лишь терпение, растянуть мышцу и замереть ровно на 2 минуты. Форма и вид упражнения совершенно не важны. Важна суть – расслабление через время. Всего через пару месяцев такого хакинга ваше тело вернет подвижность юности. Но самое удивительное, как этот простой метод без ножа лечит разрушение суставов. Напишите в комментариях, какая тема здоровья вас беспокоит больше всего. Обязательно разберу в следующем видео. Как вы это сделаете, значения не имеет. Вы получите результат в любом случае. Важно только, чтобы она была расслаблена и чтобы вы ее растянули и подержали не меньше 2 минут. Больше, пожалуйста. Тогда вы получите вот этот эффект расслабления. Если вы будете каждый день в течение, 2-3 месяцев это делать, вы приведете свои мышцы в порядок, вы восстановите их коэффициент полезного действия, и все у вас хорошо. И от болей избавитесь, и объем движения будет полноценный, и проблемы с суставами не будет, потому что артрозы, не артриты, а артрозы, это тоже причиной своей имеют именно мышечные напряжения, потому что артроз – это отсутствие питания суставного хряща. Нарушается питание именно потому, что косточка ставится в неправильное положение относительно другой кости. Соответственно, хрящ перестает питаться. А делают это, как мы говорили, мышцы. Все движения костей друг относительно друга осуществляются с помощью мышц. И нарушение движений, правильности движений, тоже это проблема мышечная. Когда одна мышца напряжена больше, другая меньше, соответственно, больше, которая она стягивает на себя косточки,
мышечки, меняет их положение, и отсюда возникают артрозы. Поэтому в ролике, в котором мы будем рассказывать о том, как вот это все можно убрать, каким образом можно расслабить мышцы, мы, в частности, будем говорить, что вот эти способы можно использовать еще для лечения артрозов. Вот, пожалуй, и все, что я хотел сегодня вам сказать. Всего доброго. Медицинская мафия уверяет, что артроз – это приговор вашим суставам и хрящам. Но хрящ голодает и умирает лишь потому, что спазмированные мышцы стягивают и смещают кости. Как кривое колесо автомобиля, смещенный сустав начинает стирать сам себя из-за перекоса. Уберите мышечное напряжение, и кости естественным образом станут на свои идеальные места. Питание мгновенно восстановится, и сустав снова начнет жить полноценной жизнью. Ваше тело – невероятная машина для самовосстановления. Просто перестаньте ей мешать. Выбросьте бесполезные мази и навсегда забудьте об опасных хирургических заменах суставов. Инвестируйте всего полчаса в день в статику и заберите свою жизнь у алчной системы. Будьте умнее, слушайте свое тело и не позволяйте никому зарабатывать на вашей боли.